Мысль– это сила, которая приводит нас в движение. Как говорят, человек становится тем, во что он верит. Доктор Эллен Лангер, психолог медицинской школы Гарварда, начала исследование в 1979 году, когда вывезла на отдых группу мужчин старше 75 лет в деревню на 7 дней. Перед отъездом их обследовали, чтобы определить биологический возраст их организма. Среди всего прочего, у испытуемых проверяли зрение, слух, силу кисти, мышечную массу, плотность костей, точность восприятия, физическую силу, кровь, гормоны и так далее. Место отдыха было сконструировано таким образом, чтобы смоделировать 1959 год. Участники даже носили значки со своими фотографиями 20-летней давности. Они смотрели художественные фильмы, комедии, кинохроники и слушали музыку 50-х. Все журналы и газеты также были из 50-х, и участникам запретили привозить с собой что-то из более позднего времени. Перед группой стояла задача притвориться, будто все, что с ними происходит 20 лет назад. Беседы и все происходящее вокруг было смоделировано так, чтобы дать возможность каждому участнику и вдохновить его вести себя так, словно ему 55, а не 75. Тем временем контрольная группа отправилась на такой же отдых, однако без необходимости существовать в среде, которая искусственным способом воссоздавала прошлое. Добровольно участвуя и живя внутри эксперимента, главные участники неосознанно обманывали себя и, следовательно, клетки своего организма, веря, что они моложе, чем есть на самом деле. В течение 7 дней, а также после окончания эксперимента, испытуемых вновь обследовали. Биологический возраст каждого из них уменьшился минимум на 7 лет. Чей-то возраст повернулся вспять более чем на 10 лет. При этом показатели контрольной группы по нескольким параметрам существенно улучшились, но ухудшились по остальным. В 2010 году компания BBC попросила доктора Лангер повторить этот же эксперимент с британскими звездами. Среди них оказались актриса Лиз Смит, 88 лет, и Сильвия Симс, 76, судья крикета Дики Бёрд, 77, танцор Лионель Блэр, 77 и журналист Дерек Джеймсон, 80. Как и в исследовании 1979 года, группа проживала в большом деревенском доме, кухня, мебель и электроприборы которого полностью воспроизводили типичную домашнюю обстановку 1975 года. Газеты и телепередачи также датировались 1975 годом. Спальня каждого участника была декорирована в стиле 70-х, и личные вещи этого стиля были элементом обстановки. Эксперимент начался так же, как и прежний, проводившийся в Америке, и участникам с самого начала было необходимо заботиться о себе самим. Когда они приехали в дом, в котором должны были оставаться в течение недели, то должны были сами занести свой багаж наверх. Лиз Смит была единственной, кто оказался на это не способен, поэтому ее определили в комнату на 1-м этаже. Она была не в состоянии пройти больше нескольких шагов без 2 палок и вынуждена была использовать инвалидную коляску, выходя на улицу. В течение считанных дней состояние всех знаменитостей существенно улучшилось. Лиз Смит смогла перемещаться по кухне, используя только 1 палку. Ей даже удалось потанцевать. Сильвия Симс, полная юного задора, бегала по саду с 2 собаками. У всех участников наблюдались очевидные изменения по прошествии всего половины недели. По истечении этого срока в дом были приглашены социальные работники, которые предложили свою помощь во всем. Некоторые из участников согласились и практически моментально вернулись в прежнее состояние. Когда сотрудники ушли, все постепенно вновь вернулось на круги своя. Лионель Бар сказал, что оказываемая помощь заставила его чувствовать себя гораздо старше. Лиз Смит согласилась с ним, а Сильвия Симс твердо отказалась от любой формы поддержки. Когда 7 дней подошли к концу, стало совершенно ясно, что участники эксперимента справлялись с целым рядом вещей гораздо лучше, чем неделю назад. У них улучшилось равновесие и гибкость, тело наполнилось силой, появился более позитивный взгляд на жизнь. Лиза Смит смогла пройти более 140 шагов вдоль сада, используя лишь 1 палку для опоры. Когда же настал черед финального медицинского обследования, она смогла удержаться на 1 ноге без опоры. Она даже продолжила танцевать, когда вернулась домой.
Лионель Барр принял участие в выступлении с группой степ-танцоров и выглядел очень проворным и не уступал скорости и точности движений мужчинам на треть его моложе. Сильвия Симс начала заниматься благотворительной деятельностью, нацеленной на поддержку пожилых. Она сообщила, что в начале эксперимента страдала от непроходящих болей в спине и отсутствия энергии. По окончании эксперимента боли исчезли, а энергии прибавилось. Дерек Джеймсон едва мог подниматься по лестнице, но уже в середине экспериментального срока ему стали даваться подъемы на невысокие ступеньки. Вначале он едва справлялся с надеванием носков, настолько пострадала его гибкость. В конце же это стало ему удаваться. Дикий Бёрд почувствовал себя, будто ему подарили новую жизнь. Его проворность, мышление, сила существенно улучшились. После инфаркта он почти не контактировал с другими людьми и потерял уверенность в себе, но после эксперимента был преисполнен намерение вновь принимать в жизни полноценное участие. Было особенно приятно видеть, как он смеется и доволен собой, потому что после выхода на пенсию он приговорил себя к добровольному заключению. Когда в конце недели Джеймсон паковал багаж, чтобы ехать домой, он предложил предположение относительно того, что заставило их всех чувствовать себя моложе. Он сказал, что забыл о своих 80, потому что вернулся в 70-е и оказался в мире, где ему было на 35 лет моложе. Эти опыты показали, что то, во что вы верите, существенно определяет, как вы стареете, и что происходит, если вы убеждены в том, что слишком стары. Если вы мыслите и ведете себя как старый человек, вполне вероятно, что состаритесь преждевременно. Однако, если вы мыслите и ведете себя как молодой, то сможете оставаться физически, душевно и биологически моложе.